В 2021 году опытный рейнджер Йонас, более 10 лет работавший в заповеднике Цава-Ист, как обычно отправился на ранний патруль. Он внимательно изучал следы на красной грунтовой дороге, ведь именно так часто удавалось вовремя заметить опасность для животных. Утро было спокойным, птицы пели, лес казался мирным, но Йонас почувствовал тревогу. Проезжая через лес, он увидел двух маленьких слонов. Они стояли на коленях посреди дороги, опустив головы к земле. Животные дрожали и почти не двигались. Йонас остановил машину и начал наблюдать через бинокль. Взрослых слонов рядом не было, и это сразу насторожило его. На земле были заметны следы скольжения. Слонята много раз пытались подняться, но не могли. Когда рейнджер подошел ближе, он услышал тяжелое дыхание животных и немедленно вызвал спасательную команду. Подойдя осторожно, чтобы не напугать малышей, Йонас увидел причину беды. Передние ноги обоих слонят застряли в старых металлических ловушках, скрытых под землей. Вероятно, капканы остались после браконьеров. Каждый раз, когда животные пытались встать, металл еще сильнее сжимал их ноги. Один из слонят протянул к Йонасу хобот, словно прося помощи. Рейнджер тихо разговаривал с животными, стараясь успокоить их, затем оградил место и продолжал следить за их состоянием до прибытия команды. Спасатели приехали быстро. Вместе с ветеринарами они привезли анестезию, гидравлические инструменты и все необходимое оборудование. Команда разделилась на две группы, чтобы одновременно и безопасно помочь обоим животным. Ветеринар рассчитал дозу снотворного для каждого слоненка. Первый укол был сделан дистанционно, и через несколько минут дыхание животного стало ровнее. Второй слоненок нервничал сильнее, поэтому врач дождался подходящего момента и точно ввел препарат. Когда оба животных успокоились, спасатели начали раскапывать землю вокруг старых ловушек. Работа требовала терпения и осторожности. Йонас подкладывал мягкие подкладки под ноги слонят, чтобы избежать новых травм. Для раскрытия капканов использовали небольшое гидравлическое устройство. Постепенно металл начал расходиться. Первый капкан удалось открыть сравнительно быстро, и Йонас осторожно освободил ногу слоненка. Затем ветеринары проверили, нет ли серьезных повреждений. Со вторым животным оказалось сложнее. Ловушка сжала ногу намного сильнее. Спасателям пришлось менять угол инструмента и действовать еще аккуратнее. Через несколько напряженных минут металл все же поддался, и второго слоненка тоже удалось освободить. Команда с облегчением выдохнула. После спасения ноги животных тщательно промыли, обработали антибактериальными средствами и осмотрели. Небольшие раны очистили и нанесли лекарства, чтобы избежать инфекции. Слонятам дали обезболивающее, а Йонас соорудил временный навес, защищающий их от солнца. Когда лечение завершилось, ветеринары ввели препарат, выводящий животных из наркоза. Через некоторое время слонята начали двигать ушами и медленно открыли глаза. Йонас держался на расстоянии, позволяя им самостоятельно подняться. После нескольких попыток оба малыша смогли встать на ноги. Они еще немного шатались, но уже уверенно двигались. В это время другая группа рейнджеров с помощью дрона обнаружила неподалеку стадо слонов. Йонас осторожно направил малышей по безопасной тропе. Вскоре издалека раздался зов матери. Услышав его, слонята оживились и ускорили шаг. Когда они приблизились к стаду, взрослые слоны встретили их громкими радостными звуками. Это был трогательный момент воссоединения. Йонас стоял в стороне и смотрел, как спасенные животные возвращаются к семье. Он чувствовал огромную радость и понимал, что именно ради таких моментов посвятил свою жизнь защите природы.